Бразильский бизнесмен Маркос Дуарте, владелец технологической корпорации в Сан-Паулу, вернулся домой раньше обычного. Особняк в престижном районе Марумбе встретил его тишиной. Даже эхо шагов казалось чужим. Он прошел по идеально чистому холлу, где каждая деталь говорила о роскоши: мрамор, картины, дизайнерская мебель. Только жизни не было. Когда-то этот дом казался символом успеха, теперь пустой декорацией. Из кухни донесся странный звук. Маркос открыл дверь и замер. На полу, рядом с миской для лабрадора, сидела его 7-летняя дочь Анна. В руках горсть собачьего корма. Девочка ела, не поднимая глаз. Она только и смог выдохнуть он. Девочка вздрогнула, спрятала руки. Ее губы дрожали. «Папа, не говори мачехе, я просто очень голодна». Маркос опустился на колени. Холодный пол, смятый костюм. Ему было все равно. «Когда ты ела в последний раз?» «Вчера утром», — прошептала она. «Сеньора Изабелла сказала, что я наказана». Его вторая жена, красивая, ухоженная, всегда уверенная, вошла в кухню именно в этот момент. Ее улыбка сияла, как витрина бутика. «Дорогой, ты так рано», — пропела она. «Что здесь происходит?» Маркос посмотрел на нее с таким холодом, что ее улыбка на мгновение дрогнула. «Моя дочь ела корм для собаки, потому что была голодна». «Боже, не драматизируй», — ответила она с легким смехом. «Дети иногда выдумывают». Но он уже не слушал. Поднял Анну, обнял. Девочка дрожала. Он чувствовал каждое ее тонкое дыхание, словно сердце билось прямо в его ладонях. В ту минуту внутри Маркоса все оборвалось. Поздно ночью, когда дом уснул, она робко вошла в кабинет. «Папа, можно я побуду с тобой?» — спросила она тихо. Он посадил ее к себе на колени. «Ты больше никогда не будешь голодной», — сказал он. «Обещаю». Она уснула, уткнувшись ему в грудь. Маркос смотрел на спящую дочь и понимал, что все его миллионы ничего не значат, если он не может защитить того, кого любит больше всего. Наутро он нашел в ее комнате коробку с рисунками. Детские картинки, он, она и улыбающаяся женщина, сменялись мрачными. Девочка одна в темной комнате, рядом миска для собаки. На одном рисунке корявыми буквами: «Хочу, чтобы мама вернулась». Слезы подступили к горлу. Он понял, это был крик о помощи, который он не слышал слишком долго. В тот же вечер Маркос позвонил юристу. Решение было принято. Он больше не позволит никому поднимать руку, голос или угрозу на его дочь. Через день Изабелла покинула дом. Без скандала, без крика. Просто поняла, что власть кончилась. А утром она проснулась от запаха блинчиков. Отец сам стоял у плиты, неловко переворачивая их на сковороде. «Это для нас, принцесса», — улыбнулся он. Девочка смеялась впервые за долгое время. Солнечные лучи падали на их лица. И в этой обычной кухне Маркос понял: настоящий успех — это не бизнес, не деньги, а глаза ребенка, в которых больше нет страха.